Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Hornet Reaper. В видео, которое хочу представить, немного особая тематика. Согласитесь, у вас была какая-то мысль пройти карту без врагов или с огромным запасом инъекций, ну или, например, побегать с гранатометом с бесконечными патронами на пересечении границы. Здесь я даю вам эту возможность, а вам решать, насколько глубоко вы хотите лезть в эти дебри. Короче, видео для тех, кто хочет несколько разнообразить и упростить прохождение игры Age2. Проще говоря, почтерить. Итак, начнем с самого простого. Есть способ, как проходить в режиме Invis. Это в наглую отключить АИ. Для этого нужно зайти в корневую папку игры. Далее Missions. Здесь 3 локации видим. Россия, Ливия, Китай. Выбираем Россию. Первый уровень в локации Россия. Здесь папка АИ. Меняем ей просто название, например, на АИ1. Готово. Теперь в первой миссии у нас будет выглядеть примерно вот так. Как мы здесь видим, по всей карте расставлены вот такие вот уголы, ничего не делающие. Если вы хотите, чтобы это продолжалось всю игру, нужно залезть в каждую из 19 папок АИ и поменять им название. Далее видео для тех, кто не боится немного полазить в бинарных файлах. Если предыдущий способ включения инвиз кому-то показался непривлекательным или сложным, есть еще способ, но для этого потребуется любой 16-ричный редактор. Например, я установил Hex редактор 6 версии, базовая версия которого распространяется бесплатно. Скачать можно по ссылке в описании. Как только установили программу, заходим в корневую папку игры. Здесь есть папка Common. Заходим в нее. Тут та же папка AI, но она управляет уже всей игрой. Я знаю, о чем вы подумали, не стоит менять ей название, иначе ни одна миссия не загрузится. Заходим в нее. Здесь есть файл default.qvm. В редакторе мы будем работать с файлами только этого типа, поэтому лучше синхронизируйте их с этой программой. Для тех, кто не знает, как это сделать, объясню. Щелкните по файлу, как будто бы пытаетесь его запустить. Вылезет меню, которое захочет что-то там поискать в интернете, не соглашайтесь. А выберите поиск программы вручную. Нажать ОК и выберите значок редактора, который установили. Поставьте галочку, чтобы выбор проги был автоматическим. Файл загружен в программе, но первым делом, по собственному опыту знаю, лучше сделать копию файла. Сразу предупрежу, что внесение любых изменений в файлы данного типа должно быть осознанно и осторожно. Почти любая ошибка приведет к крашу игры на загрузке миссии. Поэтому советую строго следовать инструкции.
Далее приступаем к изменению файла. В случае с Invis здесь все просто. Нажимаем поиск. Здесь вводим большими буквами damage, найти. Он переводит нас на строку с функцией I haven't taken damage. Эта функция ответственна за стрельбу по игроку. Меняем название функции на одну букву, тоже большую, но другую. Следим, чтобы у нас ничего не сдвинулось. Удалили одну, вставили одну. Никак иначе. Эти файлы проверяются по контрольным суммам, и их размер менять нельзя ни на 1 байт. Нажимаем кнопку «Сохранить». Теперь заходим в игру. Неприятель! Вижу противника! Если вас это не устраивает, можно сделать полный инвиз. Для этого проделаем то же самое с функцией, которая идет на 4 строки выше. I haven't enemy detection. Она ответственна за обнаружение игрока в принципе. Также меняем какую-нибудь букву. Сохраняем. И заходим в игру. В отличие от первого способа, каждое из этих изменений влияет на все миссии игры сразу. Ну и также могу сказать, что здесь они хоть умирают адекватно. Кому и этого мало, лезем глубже. Как вы, наверное, уже поняли по началу видео, можно присваивать любое оружие и любое количество патронов в любой миссии. Для того, чтобы это проделать, зайдем в следующий файл. Оседает он в папке Human Player. Загружаем его.
Достаточно небольшой, но важный файл. Здесь мы видим обозначение всех оружий и патронов в программной среде. Чтобы вызвать это оружие, нужно написать именно так же, как оно здесь написано, с точностью до знака. В данном разделе указано максимально переносимое количество патронов для каждого оружия. Вот тут-то, наверное, и рождается улыбка. Допустим, нам нужно много патронов для PSG-1 с глушителем. Обозначаются они вот так. Не надо путать с патронами просто PSG-1. Они идут здесь отдельно. Меняем, допустим, на 99. Если хочется больше, то здесь можно хитрить. Допустим, оружие, патроны которого нам не очень нужны. Допустим, Jackhammer. Можно поставить здесь 99, а эту цифру удалить. Тогда у нас получается на одну цифру меньше. И чтобы в итоге у нас ничего не сдвинулось, здесь нужно задать на одну цифру больше. Меняем режим вставки. И пишем цифру 9, допустим. В итоге у нас ничего не сдвинулось. Сохраняем. И у нас 999 патронов для PSG-1. Задав максимальный запас, мы на этом не успокаиваемся. Теперь нужно определиться, в какой миссии мы бы хотели присвоить себе это оружие. Допустим, в первой. В каждой миссии есть файл Objects. Копируем его. Загружаем. Это достаточно большой файл. Описывает огромное количество сценариев, в том числе присвоение оружия. Поэтому поиск. И, допустим, большими буквами вводим term. Thermical — это тепловые очки. Так как они присваиваются только Джонсу, мы сразу переходим к функциям присвоения игроку. Здесь мы видим оружие MP5 присваивается, меняем его на свое. K1S. И здесь нужно поменять режим вставки. D. Мы видим, что на одну букву у нас все сдвинулось. Пока просто запоминаем это. И переходим к функции присвоения патронов к этому оружию. Вот здесь она. Также меняем PSG1SD. К. Режим вставки. И еще 3 буквы добавляем. Здесь мы можем поставить свои заветные 999 патронов. И теперь помним, что в итоге нам нужно где-то убрать 4 буквы, которые мы добавили. Убираем ближайший сценарий. Например, вот этот. Убираем отсюда 4 буквы. И сразу предупрежу, что когда мы лезем в какой-то сценарий, что-то убираем, там сдвигаем, этот сценарий перестает работать. Поэтому есть риск, что миссия может просто не загрузиться. Но в данном случае для данной миссии этот сценарий не очень важен, поэтому в целом на миссию он не отразится. Сохраняем и проверяем игру. Как видим, здесь абсолютно реальная PSG-1 с абсолютно реальной 1000 патронов к ней. То же самое можно проделать с любым оружием, только нужно помнить, что нельзя игроку добавить
два основных оружия или два пистолета. Good work, Jones. The bridge appears to be heavily guarded. You may need to find an alternative route over the river. Ну, здесь сразу нужно сказать, что когда вы что-то здесь меняете, лучше делать такой же объем букв, либо меньший. Потому что легче будет недостающие буквы забить просто пробелами. Вот в этих местах после запятой и точки. Вот здесь можно, здесь, в принципе, не важно. Вот так вот делаем и сохраняем. Ну а если не хватает места, куда писать, можно пустить в расход не совсем нужные, допустим, пистолет, нож, бинокль или тот же тепловизор. Но здесь сделаю заметку, что добавляя какое-то оружие или еще что-то, что кончается, нужно добавлять его двумя функциями: add weapon и add ammo. Это касается любого оружия, и обычного, и гранатометов, и даже аптечки. Кстати, гранатометы в этой игре 2. Он обозначается как RPG-7, либо RPG-18, который обозначает Lo-80, гранатомет из EG первой части. Ну и в заключение, для полного удовлетворения, расскажу вам некоторую хитрость. Как отключить все крупнокалиберные пулеметы в игре. Отключаются они отдельным сценарием. Заходим в корневую папку Weapons, QVM. Чтобы долго не искать, выбираем поиск и именно маленькими буквами пишем M2H. Найти. Переходим к описанию оружия M2HB. Это и есть наш пулемет. Просто меняем одну цифру или букву. Сохраняем. Вот и все. Загружаем и проверяем. Если все получилось, могу вас поздравить. Вы стали практически бессмертным. Вот, собственно, все, что я хотел показать в этом видео. Благодарю за просмотр. Кому понравилось, не забываем ставить лайк. Все предложения, пожелания пишите в комментариях. Всего доброго.